лайв, скорее всего в записи смотрите тест. Сегодня я тестирую в онлайне на Твиче такой аппарат, который называется Xiaomi Black Shark 5 Pro. Про все его спеки и все остальное вы можете посмотреть на YouTube канале Польза.нет где-нибудь, я думаю, послезавтра. А сегодня мы с вами будем проверять, как долго будет разряжаться данный смартфон в довольно сложной игрушке, притом для всех. Это будет у нас великий ужасный Diablo. Если что, меня зовут Саня, кто не в курсе. Всем огромное спасибо, кто напишет реакции на лайв-канале после того, как с Твича я все это дело выложу. Разумеется, микрофон работает штатный у Black Shark 5 Pro сейчас и во время игры. Телефон находится в чехле. Я никаким образом не планирую его охлаждать, то есть я не собираюсь вешать на него кулер, хотя у меня есть и OnePlus-овский, его родной. Мы будем наблюдать, скорее всего, и тротлинг, и все остальное. Если он будет вылетать, то тогда этот банкет закончится раньше. Если вылетать он не будет, то в 99,9% случаев я бы хотел сказать, что я не буду вырубать. То есть, может быть, мы с сотки, а сейчас 99%, мы догоняем его, ну, не знаю, до 50. Чтобы, еще раз повторяюсь, посмотреть, как долго он будет жить. И следующий момент, что бы я еще хотел сказать, что... Если у вас какие-то вопросы будут, можете оставлять в комментариях, но лучше всего подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, пользуйтесь поиском, нас там почти 15 тысяч человек, плюс можете задавать сейчас во время чата что-то, какие-то вопросы, с удовольствием вам отвечу. Смотрим игровой процесс. Diablo. Напоминаю, что я не планирую пользоваться триггерами. Почему я не планирую пользоваться триггерами? Потому что если я их буду использовать, то, к сожалению, вы будете слышать клацанье, это раз. А два, мне не особо удобно, если честно, ими пользоваться. То есть такая штука, что не в кайф вообще. Зато смогу потом совершенно свободно в ролике благополучно на это дело ссылаться. Если кто зашел, пишите. Рад вас буду видеть, слышать. Сейчас смотрю чат. Слышно, видно меня? Всем привет, Universal привет. Я вот думаю, сейчас, наверное, еще поделюсь в телеграм-канал скидок, потом удалю. Сейчас 5 секунд. Black Shark 5 Pro. Укажу. Дальше. Что-то мне подарили. Ненасытную луну подарили. Окей. Все. Все. Постримим. Так. Какие вопросы сейчас я открою, чтобы всем было удобно. Как картинка, фризы есть, звук, опять же, все претензии, если что. Добрый вечер, архитектор, привет. Если что, все претензии, опять же, к самой игрушке. Сейчас я покажу вам настройки, потому что куда нам без настроек, правильно? Так, магазин сначала зайдем, посмотрим в комплекты, получим это все дело. Нам подарят, что-то там подарят. Отлично, ничего покупать мы не будем. Я еще раз повторяю, что я против донатов в игре. Если, опять же, ну, понятно, если вы много-много зарабатываете, это вообще никаким образом на вас не отражается, то ладно. Но всякие скины покупать, ну, не знаю. Можно игры покупать, если кого-то поддержать хотите. Так, здесь какие-то порталы, у меня нет рейтинга, я не удивлен. Забрать все, мне что-то там подарили. И пишем, у кого чатик для доброго. Да, ну хотя бы пообщаться. Но опять же повторяюсь, сегодня будет стрим с прожаркой IQ Neo 6 SE. И плюс будет стрим розыгрыш 5 Mi-бендов 6 серии. Что, в принципе, нормально. И я думаю, что кто-нибудь дойдет. Вчера мы с вами гоняли Nothing. И к слову, для тех, кто опять же планирует что-то там делать на YouTube, вот есть у меня там эти 2,5 миллиона просмотров в месяц. Это не чтобы повыделываться, это к тому, что я более-менее разбираюсь. Так вот, магия этого YouTube в том, что я вроде бы купил там Nothing, потратил 50 тысяч рублей и рассказал вроде бы там в числе 5 первых. Но барабанная дробь, угадайте,
Сегодня я выгрузил на Xiaomi-шные часы, которым уже месяцев 5. Что больше просмотров дало? Барабанная дробь Xiaomi S1 Active. То есть часики дали больше просмотров, чем супер-мега новый и крутой. Так, какой-то вопрос еще раз. Магазин. Вот, мега крутой телефон. Я понимаю, что про него уже все смотрели, но сам факт остается фактом. То есть вы получаете при меньших затратах материальных, то есть одно дело там за 8 тысяч купить часы, а другое дело смартфон за 50. Главное рассказать о том, что людям интересно. То есть может... А что это, он висит так? Лавка поручений. Ну? Так, что-то как-то ничего интересного. Так, окей. На западе моей кузницы мастерская какая-то. Все, 23 уровень. Я вообще ничего не понял, что мы сделали, но мы что-то сделали. Однозначно. Здесь у меня зеленым. Наверное, за ним надо... Нет, не за ним бежать, а здесь вопросик. Ищешь приключений? Ищу. Картинка и звук на смарте отлично. Ну вот, по этой причине я и говорю, что смарт просто топовый. Так, у продавца я ничего не планирую. Вход в древний портал, где можно забрать награду, добавить к порталу, добавляем, получить еще, древний портал. Ничего не понимаю, в общем, куда-то надо все равно телепортироваться для того, чтобы зарубиться. Раз, два, три и войти. Саша, можно в Apex как-нибудь? Можно, если Wings, вы честно просто мне на пальцах объясните, как его установить. Потому что через АПК-шку, как я понял, нет. Если вот этот, допустим, очень просто через APK Pure запускается. Но опять же, если мы играем все-таки в данную игруху, то мы играем в нее. Я не... Можно еще потом во что-нибудь погонять, если я этот смарт не сразу куда-то дену. Но, здесь довольно жесткие типы сходу, как я смотрю. Саш, и в принципе, да я даже не особо разбирался, потому что, видите, я стараюсь найти что-то, что максимально грузит. Вот это дело прям грузит люто систему. Может быть, Apex будет грузить больше, но мне кажется, что меньше. Почему? Потому что стрелялки, хотя вроде бы довольно такие неплохие штуковины, с одной стороны. С другой стороны, вот подобные РПГ, особенно с неплохой графикой, они пожирают больше ресурсов. Кому не жалко, подписывайтесь на Twitch. И, в принципе, мы здесь будем, я думаю, еще много чего тестировать, много чего пробовать. И, разумеется, я буду всегда прислушиваться к тем тестам, которые вам нужны. Нужно в Apex, будем в Apex. Напишите, как звук, картинка еще разок. Я так и не поменял, кстати, настройки графики или не показал их вам. Смотрите, нагрузка высокая считается для него. То есть, если вылетит, все плохо. Но опять же, это Xiaomi Black Shark 5 Pro. И в идеале он должен утрированно там жить вечно в игрушках. Но если не он, то какой смартфон может выдержать? Потому что у нас уже были смарты, которые выживали спокойно в подобных условиях. И я надеюсь, что этот сможет. Звук хорошо, картинка норм. Ну, 720p, опять же, кто на Твиче знает, что лучше сами игрухи. Так, что-то как-то прям плотненько. Что сами игрухи народ стримит с лучшим качеством, особенно мобильные. Если есть какой-то способ, напишите, через OBS-ку они, может быть, делают. Я могу предположить, что теоретически это возможно, но мне кажется, что вероятность, конечно, мала. Потому что 720p это вполне достаточно, чтобы за мобильным геймингом следить. Так. Да что ж они такие большие-то все? Так, я пролечу, наверное, вот сюда, наберу монстров за собой. И потом зажгем мы все вместе.
Чтобы не скучно было, правильно? Чтобы было комбо-убийство, а не вот так вот. Все. Или не получилось. Нет, не получилось. Все равно мало трупов, слишком. Так, через OBS стримят, но с компьютера. Но с компьютера мобильные игры особо не постримишь, согласитесь? Или можно? Может быть, я где-то не в курсе. Звук хорош, но цепляешь микрофон. Надо понять, где он, чтобы оценить, как все это дело можно использовать. Опа. Нет, здесь не убежать. Ха. Это было близко. Саня, привет всем, Димка, Нилер, Винкс. Напоминаю, что вечерком мы будем разыгрывать 5 мибендов 6 серии, но это уже на лайв-канале прямо через стрим и параллельно IQO Neo 6 SE. Потестим. Почему? Потому что я хочу все-таки вам показать про китайские девайсы, которые делаются для китайского рынка, создаются. Напомнить, что если у вас есть желание с чем-то разбираться, то это одни из тех вещей, с которыми, я считаю, стоит разобраться, если вы хотите за невысокий ценник какой-то топовый смарт. Так, здесь я пролетаю и благополучно могу цеплять вот этих чуваков. Опа, опа, опа. Главное, чтобы мне босс не попался здесь еще. Потому что если попадется босс, конечно, это будет печаль. Так, трупаки, жизни, улететь. Трупаки. Так. И вроде все весело. Вот. Уже интересней. А, вот это босс, наверное, нет? Нет, не босс, это просто крутой тип, наверное. Так, как-то не... 39 убийств. Вот, наконец-то мы хоть что-то заработали. А следующее можно, но заморочек с подключением много. Но опять же, в этом случае смартфон, сейчас он, понятно, что ест он больше, чем если бы просто я играл в эту игрушку, с одной стороны, потому что нужно стримить, с другой стороны, условия приближены к реальным, к боевым, можно сказать. То есть, если вы планируете стримить на Твиче, если вы планируете стримить мобильный гейминг, который мало кто смотрит, ну, по мне, я не знаю, если вы не популярный, наверное, блогер какой-то твичевский, то вряд ли вас многие смотрят, или многие смотрят сейчас мобильный гейминг. Мне интересно, потому что мне кажется, что это такая довольно непопулярная тема. Может, я не прав. Может быть, начинает отслеживать вас. Галбек, спасибо всем, кто поддерживает YouTube канал в первую очередь, Польза.нет, или вот такие вот штуковины из разряда давайте протестируем устройство в режиме реального времени с реально боевыми необходимыми вот такими вот штуковинами. Огромное спасибо. Почему? Потому что мне кажется, что это интересно, раз. Мне это самому интересно, это два. И три, мы делаем неоценимую штуку. Мы с вами тестируем девайсы, которые сегодня вы, возможно, побежите покупать. И протестировать их в реальном режиме, в реальном времени, смотреть, будут ли они вылетать и подобное. Мне кажется, что это очень даже полезная штука. Так, я так подозреваю, что это страж, и я его когда убью, мне надо будет опять искать какие-то задания. Лабутень, нюшка. Да, это долго все. Опа, он даже может достать. Жизни. А кого-нибудь призвать? Вот, наконец-то призывать начал. Я уже думал, почему не призывает никого. Ну, призывает, и отлично, потому что мы сейчас тех, кого он призвал, благополучным образом потом отправим, чтобы он на них подорвался. Вот сейчас мы берем. Хлоп, 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 хлоп. Вообще жизни быстро у него уходит, к слову. Довольно простой. А дальше мне 40 лет, я один черт играю. Ну, а почему не играть? Ну, так мне тоже почти 40, мне 38. Перчатка из шкур. Я так подозреваю, что таинственный голос, прекрасно, защитник. Все, мне надо телепортнуться уже. Нет, здесь кто-то есть. Кузнец. Все норм, сейчас разберем все. Раз, два. Вот перчатки лучше, чем у меня были, как я понял. А все остальное можно разбирать. Все, что не лучше, можно разбирать.
Так, и на себя все это. А дальше, да, кому не лень, подписывайтесь на Twitch. Я уверен, что кто-то, во всяком случае, может быть, будет заинтересован какие-то устройства в режиме реального времени посмотреть. Плюс, допустим, игрушки какие-нибудь для себя новые подобрать. Так, где мои все эти штуки? Подвиги, характеристики. Умение, кодекс, группа. Так, мне надо смотреть в... Вот сюда. Перчатка 28. Перчатка 28. К живучести. Ну вот это по-любому надо надевать, потому что у меня этого в принципе нет. И здесь... Я не знаю, какого правильно. А может быть их две можно надеть? Нет, нельзя. Да плюс-минус. То же самое. Так, и телепорт. Дальше уже по заданиям. Меня в Майнкрафт дочки заманили. Не, в Майнкрафт я не хочу. Так, отправиться на площадь. А я куда мог бы еще прыгнуть? Так, я, наверное, выключаю свет, потому что пока он мне не нужен. А кто-нибудь засек, кстати? Хотя мы можем посмотреть по времени трансляции, правильно? Зачем нам засекать? В принципе, это все довольно просто. Так, что-нибудь купить, может быть. Улучшить. Улучшить. Здесь надо очень супер много денег и всяких штуковин. Может быть, кольчугу? Нет, не будем пока тратить. Может быть, мне что-то другое попадется. Ваша цель основное, навигация. Все, понеслась. Потому что надо основу уже проходить. Еще раз всем привет. Еще раз по возможности приходите на стрим розыгрыш, который будет в 9 часов вечера. Уже начинает подфризивать игрушка. Если вы смотрите это все дело в записи, еще раз повторяю, что все, что я не делаю или не советую делать еще кому-то, я советую смотреть в X2. Так, и Чарси нас куда-то должен привести. Дальше сообщение купить. Купить Диабло, что ли, еще раз? А зачем купить? Это бесплатная игруха. Или вы имеете в виду на компьютере купить? Бандиты. Бандиты в городе. Там маньяков мы лупим, а тут бандиты просто. Да, уровни здесь раздают очень быстро. Всем помогли подняться. Все телепортировались. Меня спасли. До мастерской, конечно, мы вас проводим. И куда-то дальше пробежать. Я забыл все пароли от Blizzard. Ну, опять же, это-то игрушка. А восстановить, если мыло есть или нет мыла. Спасибо, еще кто-то меня начал отслеживать. Я надеюсь, что рано или поздно мы наберем все-таки 1000 человек. Так, самоцветы. Выберите самоцвет. Пам-пам, выбрать. Улучшить. Нет, улучшать нечем мне. Так, и все? Или мне надо еще куда-то идти? Нет, надо еще было к кому-то обратиться. Сириал. Не на алмазы. Так, я так подозреваю, мне все-таки дали? Нет, мне не дали задание. Все-таки упорно должен с ней общаться. Нет, это уже не с ней, наверное. Мне уже надо общаться с этим. С Виком. Правильно? Так, теперь с Чарси. Ну что за РПГ? Так, пойдем обратно в кузницу. В конце концов усилить оружие. Окей. Пойдем. Усилить оружие. Обучают меня. Но что-то мне подсказывает, что я уже... Нет меня смысла особо обучать. Ну ладно. Так, рад видеть. Поручение. Вот, понеслась. Улучшить. Выберите предмет. Давайте этот улучшим. Все. Миссия выполнена. Разобрать. О, нет, разбирать этот не надо. Там у меня на голове должна быть какая-то штука. Мне, скорее всего, ее подарили. Потому что она лучше. Хотя и не намного. Так, поручение.
Парочка ингредиентов и немного магической сущности способны на много умелых руках. Если захочешь опять улучшить снаряжение, я всегда рада. Насчет темнолесья. Помнишь, я говорила, что выросла в тех краях? Прошло несколько лет, но мне кажется, мы не виделись с сестрами целую... Так, Верховная Жрица, спасибо, действительно очень ценный подарок. Не волнуйся, я всех найду. Все, понеслась, мы кого-то искать пошли. Фризы заметно, но не критично. Да, опять же, мне сам смартфон сказал, что ему не нравится 60 FPS, то есть это высокая нагрузка, он к ней не привык и не должен привыкать. Мыло в основном у меня только рабочих ящиков 7 штук, понятно. Как думаешь, S1 актив допилит прошивками? Думаю, да. Почти с этим в этом уверен. Но, опять же, гарантировать ничего не могу. Почему? Потому что лучше не гарантировать. Лучше либо... Так, что кто-то опять долбит моих без меня кого-то. Так, кто-то остался в деревне. Я пошел спасать. Беру письма. Если вы читаете это письмо, значит, я так и не сумел добраться до вас. Это Блэкстоун. На Блэкстоун напали неизвестные воины в черной броне. Пришлите помощь. Все. Так, а вот, наверное, это и есть воины в черной броне. А где мои орки? Так, труп. Постарше, похолоднее. Понятно. Изорванная ткань. Еще одно брошенное тело. Странный цветок. А там человек. Зачем они кровь выпивают? Ну, как бы обычно, зачем? Для того, чтобы стать сильнее. Ух ты, ёшки-гагошки. Наконец. Хоть какой-то заруб. Пам-пам. Так, ну все? Нет, не все. Еще эти типа копейщица. Стеганка. Кого-то мы должны освободить. Так, фриз заметно. Да, но опять же, предупреждает, когда смарт выдает рекомендованные, я могу вот, допустим, переключить сейчас для интереса на рекомендованные настройки. Почему? Потому что я согласен, что неразумно гонять смартфон на настройках, о которых он говорит, что ну, не могет. То есть это не его. И графон нужно выставлять, вот 30 выставляю и все. И нагрузка уже средняя. К слову, очень высокая никак. Ну давайте на 30-ке побегаем. Опять же, почему? Потому что помним, что еще и стрим поедает. Жаль, что шахматы нельзя проверить. Можно. За сколько брал Акулу 5 Pro? Я уже не помню. В ролике скажу, но скорее всего я брал на низком курсе. То есть я думаю, что там 35. Не знаю, наверное. Но не уверен. Сейчас 5 секунд. Игорь, я стримлю Акулу на Твиче. Ты что, передать ее? Окей. Позвоню. Давай. Угу. Так, насчет Apex. Скачиваешь, включаешь регион тестируемый, а в данный момент ИГО ресурсы не жрет, графика на уровне. Так в этом-то и смысл, что если он ресурсы не жрет, то зачем? Через VPN, разумеется. Ну, понятно. То есть мне это смысл, чтобы помучить смарт, а не наоборот. Ну и плюс, опять же, как много людей в России играет в Apex. Мне кажется, не так и много. Хотя, опять же, игрушка интересная. Вот из ресурсного бы что-то. Опа, ничего ж себе, как близко было. А что это за круг? Это, наверное, типок, который мне а-ля помогает. Так, нас... Смотрим процентов. 89% получается ушло за... Сколько времени стрима? За 24 минуты. Но опять же мы помним, что первый час всегда пожирают быстрее.
процента, правильно? На каком-то месте, окей. Кто во что еще играет в мобильный гейминг, окей. По-любому в PUBG кто-то рубится, кто-то в Genshin рубится. Нино Куни. Нино Куни. Это, мне кажется, попытка написать на русском или нет? Вот это прям название. Беспощадный посох нужды. Эпично. PUBG New State, Genshin, эмулятор PS2. Ну, все штатно. Мы все как и все. Ну, в Diablo, вот я, допустим, хотел порубиться. Это название игры. Надо посмотреть. PUBG играю в колду и прочее. Окей. Ага. Вот Канила Тень. Это чувак, который меня сейчас попытается убить. Так, давай. Жизни у него хватает. Значит, все будет весело. Я даже трупы не взрывал. Наконец-то возмездие. Кого-то мы спасли. Хорошо. Жеш. В PUBG играю в колду и прочее. Стрелялки больше всего расслабляют. Ну, еще, не знаю, мне цивилизация все равно нравится. Все равно. Тоже такая игрушка полезная. Так. Демонессы. Опять нужно будет бегать. Чтобы, как говорится, не попасть под горячую руку. Так, она сейчас телепортнется, да. Стандартно. И накидает нам еще демонесс. Копейщиц. Давай вот здесь где-нибудь ты соберешься, я тебя на трупаки брошу. Нет, не хочет. Так, сфера жизни. Так, ну уже близко к окончанию банкета. Ей. Всем здрасте, New State, новый PUBG. Саня играл? Нет. По-моему, не играл. А может, не, играл. Так они не особо отличаются, все эти PUBG. Так, а это что за существо? Отдельный полноценный обзор будет на прошку? Конечно же, да. Я же говорю, послезавтра будет полноценный обзор. Я просто специально гоняю. Для чего? Для того, что опять же в обзоре сказать, что, друзья, идите на лайв-канал, либо на Twitch, и мы с вами увидим, как все это дело работает в режиме реального времени. Правильно? Как микрофоны работают, как автономность. Опять же, мы понимаем, да, все, что через час это одна история, сколько он съест, а потом самое важное через 2. Что и как с ним будет. То есть при любом раскладе смартфон неравномерно разряжается. Да, подфризивания такие приличные. Так, опять какие-то копейщицы лютые. Опять. О, так она опять лютая. Еще одна. Так. Ничего не понимаю. Ощущение, что меня обманули. Так. И ощущение, что мне можно потерять жизни. Опа. Вроде только что убили. Да, так можно и умереть, если бездумно играть. Так, и... Прям было весело.
Дальше Сида Мейера «Огонь моих чресел». Цива 4, колонизация, которая... Да, 486 у меня был. У меня был первый 386, потом 486. Да что же, сколько вообще этих типов крутых-то. Попроще нету никого. Не, это попроще уже было. Купил пятую акулу на селе через Киви за 24. Не. Сейчас у меня ее хотят купить за 34. Я не знаю, продать или нет. Что думаешь? Я за 29 пятую акулу не могу продать? Или вы имеете в виду 5 Pro? Нет, лучше ничего, мне кажется, и не купить для игр. Ну, в плане обычная пятерка, я не знаю, кто у вас готов. Потому что Авито завален 29 тысяч у акулы, у пятой цена. Конечно, продайте и купите за 29. Повезет вам, если у вас так купят. Так, и что это за темные типы? Падший бес. Одни только названия-то какие. Эпичные. Проклятая роща. Прочь, чудовище, да, прочь. Окей. Спасибо за помощь. Так. У меня в городе больше никто не продает. Может, не верят в доставку. Вот вам повезло тогда. Что я могу еще сказать? То есть я бы на вашем месте однозначно бы продал. Так, ну часик-то мы точно постримим, а дальше уже посмотрим, правильно? Я думаю, что примерно мы прикинем, сколько мы за час потеряем. Акума. Боевой лагерь разбойниц. Давайте-ка вот здесь сначала убьем кого-то. Чтобы здесь ни на кого не нападали. Падшие бесы. Демоны у наших ворот. Так, ясно, все равно спасибо. Понеслась кому-то идти. Разумеется, здесь есть возможность что-то скинуть. Если у меня что-то есть эпичное. Так, ну из эпичного у меня что-то есть, что я могу использовать как оружие, как я понял. 235 урона. Живучесть, части интеллекту. Вот это покруче будет. Это будет покруче. Надеваю. Перенести. Что-то там перенес я. Кристальчик. И это будет получше. Мелочь, а приятно. Так, здесь у нас... Понятно. Телепортики. Здесь какой-то непонятный. Еще не готов. Почему я не готов? Ага. Услуги. Выберите самоцвет, а у меня нет самоцветов. И кузница. Разумеется, нам надо все разуничтожать. 25 человек. И язык не поворачивается назвать Immortal донатной помойкой. Ни рубля вложить не могу. Так это почему Immortal донатная, если вот я играю без доната? Просто играете в линейке, и все. Я не совсем понимаю, в чем подход. Не поверишь, я себе на поступление в ВУЗ в 2001 году подарил Визарде 8, до сих пор не могу пройти, это вам не колда. Ну вот. А я вот думаю F3 продавать сейчас и брать как второй телефон 9R или 9RT. Так, шаманы, лютый стервятник и много кого я не знаю еще. Обычные монстры. Так, а я вообще хоть каких-то монстров знаю? Редкие монстры один знаю. Прогресс прям космос. Ну ладно. Дальше. Что-то там ты не найдешь. Хорошо. Где мои задания? Навигация. Поговорите
Поговорил. Награды. Я получил награду, а что дальше? А дальше я буду еще с кем-нибудь говорить и тоже получать награды. Здравствуй, Александр. Александру через единичку тоже привет. Давно игр не выпускают со времен TS3 Arena. Сколько людей, столько и вкусов по поводу игрушек. Я одно могу сказать, что что-то плохо или хорошо точно нельзя. Почему? Потому что в наше время была одна тема, там, не знаю, 30 лет назад утрированно компьютеров не было. Ну ладно, окей, 40. Были шахматы одни и спорт. То есть рубились те, кто считали, что шахматы круто, либо карты, и те, кто спорт. Ну, по интересам. Правильно же? Не стоит быть в таких моментах критичным, как по мне. Я тоже прошел всю, взял 60 уровень, но чтобы нормально открыть новый уровень сложности, нужно играть годами. Не утрирую, либо задонатить глифы. Вы имеете в виду в Immortal? Нет, у меня нет проблемы задонатить, если игрушка интересная. Просто мне кажется, что в нее довольно долго надо играть. И опять же, это не должно быть что-то из разряда, что вы скины покупаете. Ну, как бы, если и правда игра достойная, то, наверное, можно каким-то образом на нее подсаживаться. Не, ну только не помогает, друг. Надеюсь, помогать он не будет. Ага. Требуется для задания, окей. Так, а что там, по кому он стреляет? Там, наверное, кто-то должен быть? Или это он по мне стреляет? А появилось автоматическое восстанавливаемое здоровье в шутах. Ну да, в некоторых. Прыгать в луже интереснее. А опять же, Universal, смотря в каком состоянии. Может быть интереснее просто втыкать и смотреть мультики на стене. И такое тоже бывает, к сожалению. Саня, в больших танках много прем-танков 8 уровня. Когда в последний раз играл? Да, ну, когда тестировал устройство. В плане в больших танках. На компьютере? Я за мобильный гейминг. Потому что когда мне еще тестировать девайсы? Итак, видите, большинство... Ну, не, вот в такую игруху мне реально поиграть в кайф. То есть бегаешь, стреляешь, иногда периодически даже вникаешь, что происходит. Но в основном все-таки бегаешь, стреляешь и параллельно смотришь. Пока, когда я переключил, после того, как я переключил на 30-ку, я бы не сказал, что я вижу фриза. То есть я пока подлагиваний не вижу вообще. Может быть, вы видите на своем конце ожидание подтверждения поврежденным игроком. А что не так? То есть кто-то умер и все? Так, можно одеться на фул, открыть все уровни сложности, за неделю вложить $1 000 000. Это ты имеешь в виду Blood Amazon? Какую игру? Диабло? Куда здесь склад? Ну или вы имеете в виду, что там где-то меня уже начнут совсем убивать? Чем дальше к западу, тем толще ветви. Наверное, мы уже близко? Наверное. Так смысл-то как раз в игре, а не в том, чтобы открывать уровни, чтобы ходить тупо там фраги выбивать и все, нет? Смысл, мы же для прогресса, а для удовольствия, да. Нет, у меня нет сейчас времени бегать. Я бегаю только если я куда-то улетаю. То есть, когда я куда-то лечу, там я бегаю. Если я не лечу никуда, в Питере я не бегаю. У меня времени поспать-то не особо хватает. Посмотрите, у меня ежедневные обзоры. Ежедневные. Плюс стримы еще. Ну, как бы плюс, плюс у меня семья есть. Опять же, это мой выбор. Но пока мой вес не меняется, а во время того, как я... Опа, сейчас я капитана убью. Во время того, как какие-то они бодрые прям. Когда я где-то, я могу себе позволить и побегать. Плюс, я в свои 38 начал. Ну, тут вопрос здоровья еще, и вопрос в лишнем весе. Опять же, ты больше, если бегать, то надо есть, надо спать, восстанавливаться. Ну, опять же, в определенном возрасте.
Когда я чувствую в себе, что мне активности не хватает, я там хожу мало, еще что-то, я, разумеется, начинаю бегать. Но так, чтобы перманентно, к сожалению, нет. Если все наладится, то опять начну. Пока ничего у меня не наладилось, не начинаю. И это не из-за разряда оправданий. Если бы у меня были проблемы, траблы какие-то со здоровьем, то по-любому бы я сейчас носился как конь. Попытки там сбросить лишний вес, либо контролировать сахар, либо еще что-то. А самый адекватный человек? Ну, смотря как смотреть, понимаете, во-первых. Во-вторых, желательно, чтобы адекватные люди тебя в жизни окружали. А на сеть обычно люди выбирают неадекватов, чтобы на их фоне казаться себе адекватами. Это мое субъективное мнение. Опять же, это так же, как девайсы с удовольствием все смотрят положительные обзоры, потому что отрицательно он не нужен. Если человек смотрит обзор, опять же, мне везет, что вот смотрят. А недостатки это такое дело, к сожалению. В каком-то смысле неблагодарная, с одной стороны. С другой стороны, я говорю, я считаю, что я себе карму не порчу тем, что я какие-то минусы вытягиваю из аппаратов. Опять же, вытягиваю. Почему? Потому что, к сожалению, очень многие покупают железки, прям в прямом смысле, даже мужчины, не понимая характеристик, не понимая, что им надо, просто из-за хотелки. И может быть это и хорошо. Вы уже назначили модераторов на этой площадке. На Твиче часто боты заходят и плохие ссылки спамят. Нет, я даже не знал, что это можно сделать. Вот. Подарите подписку ради первого места. Это чего это такое? Подарите одну подписку. Нет, это какой-то бред. Дальше. Так, а чего? Они, кстати, ни на кого даже не нападают. Заметьте, просто ходят. Так забавно. Копейщица. Про здоровье. Сам 196 сантиметров, 110 муй-тай. Ну, 110 килограммов это прям сильно. Сердечку, даже если это одна сплошная мышечная масса, это прям тяжело. Нет? Хотя у всех своя конституция. Я говорю, мне повезло, вот, допустим, со structure. Как понять, повезло? Не с внешней точки зрения, а с точки зрения каких-то вещей, что нужно постоянно о чем-то заботиться. Нет, нормально есть, более-менее двигаться, спать и все. 4 раза в кардиологии. Ну вот, не будем о грустном, да? Ну вот в таких случаях нужно прям конкретно заморачиваться. Потому что смешно говорить, конечно, в 38 лет, но здоровье это прям все. Наше все. Без здоровья вы не поможете семье, без здоровья вам не будет в радость, даже если вы космические деньги какие-то получаете. Опа, там кто-то был. Кто-то мутный там был. Ага. Кто-то с кем-то зарубается, и я этого не вижу. Ну ладно. Так. Дальше на ютубе тоже ботов с ссылками хватает. Даже на аккаунте в 150 подписчиков. Не реклама. Ну, хорошо. Но я как-то об этом не думаю, потому что мне на Твиче никто не приходил. Мне, я говорю, может аудитория мне интересная. Понятно, что сейчас кто-то может упорно начать спамить. Но я не думаю, что это произойдет. Не забываем, кстати, подписываться. Может быть, мы наберем все-таки 1000 фолловеров. Мы вместе. Вот, и будет, вот, уже 425, кстати. Это норм. Опять же, для меня. Для кого-то может быть мало. Стримим мы уже 43 минуты. Через 17 минут мы будем смотреть, сколько у нас осталось заряда. И после этого благополучным образом Nightbot. Я не пользуюсь ботами пока. Возможно, жизнь заставит. Но опять, если честно, не понимаю. 400, серьезно, 427 фолловеров, там, не знаю, в онлайне сколько нас? 33 человека. Кому это надо спамить? Ну, это глупо. Не считаю разумным это. Возможно, оно есть. Но эффект нулевой просто. Чем-то пахнет. Костер. Какое-то дерево. Да. Чем-то пахнет. Каким-то костром и каким-то деревом. Так, где тут типы? Так, осматривать костер. Кого-то там жарят.
Так, да не будет здесь спама, если из участников никто не притащит, а на лайве даже на стримах нет. Ну, потому что очень много людей забаненных, поверьте мне. Почерневшая ветвь. Вот так, 3 реагента, только бы друид уже достаточно окреп для ритуала. Да, это будет великолепно, если друид достаточно окрепнет для ритуала. Так, а кто у нас там был? Были... Можно подлечиться. Ох ты, ёшки. Вот это вот взрывающиеся существа самые опасные всегда в любой игрухе. Шаг влево, шаг вправо и все. Сань, я верь, сам банил. Помнится, сразу вчерашний спамер со своим ZTE делают лучшие ZTE это просто, это отдельная история. Я говорю, мне кажется, там от безысходности, кто их покупает, они уже просто на все стримы приходят, говорят, давайте, блогеры, рассказывайте. Сами что-то там делают. Ну, лабутень. Вы уж простите меня за прямоту. Может быть, если бы вот совсем все печально было и больше вообще ничего не было, я бы купил ZTE. Но... Так, передать предметы. Раз, два, три. Елочка, гори. Саня, где ты продаешь все свои устройства? А может быть, купил бы чего? Ну вот если бы вы написали, что вы подписчик, вы бы также улетели в бан, как и большинство, кто мне пишет, что они подписчики. Но это получится как, не знаю, как рынок. Вот просто. ZTE был в качестве рабочего. В качестве рабочего это норм. Да я не собираюсь вообще о них рассказывать. У меня там девайсов, не знаю, на очень большое количество времени. Так, и книжку я взял. А зачем она мне? Третий эшелон. Да, если не позже. Услуги. Создание. Ничего ж как сложно все. Надо эти деревяшки собирать. Кто полностью проходил эту великую ужасную Диабло мобильную? Так. Так. Наверное, надо все. Надо дальше по навигации. Верховная жрица дала напутствие. Мудрость волшебницы может наконец раскрыть тайну скверны темнолесья. Хорошо. Пусть раскрывает. В Angry Birds. В Angry Birds, да. В Angry Birds это самое то. Что тебе нужно? Из двух зол. Пара последних штрихов. Окей. Ничего лучше мне, к сожалению, не появилось. А эти все дела можно пойти и разобрать, правильно? Потому что потом только будут забивать инвентарь. Третий эшелон. Да, ZTE никогда, ну, я не верю, что они будут топом. У них изначально позиция была другая. Вот Xiaomi доползло до того, чтобы делать топовые девайсы. Но сколько им понадобилось лет? И плюс они должны были стать лидерами категории в дешевом сегменте, в среднем сегменте. И только после этого у них появились средства для того, чтобы делать что-то топовое. Вот в чем смысл. 26 левел. Нет, все равно фризы подскакивают, проскальзывают даже на 30 FPS. Так, там внизу типы какие-то. Какие-то типы, притом они прям агрессивные. Их там много так. Так. Еще. Пучки. Здесь, я так понимаю, люди бегают просто, чтобы левел качать. Кто-то меня пригласил в какую-то тусовку. Я так и не понял, к чему это. Ну окей. А дальше Диаблу проходил тоже за Барби Варвара, в смысле таймкиллер. Ну да. Ну как и любая игруха, это таймкиллер, давайте откровенно. То есть для чего мы сидим в этом деле? Для того, чтобы у нас был какой-то антистресс, правильно? То есть я могу себе еще как-то сейчас сказать, ну вот, чтобы люди знали, если они будут покупать, сколько понадобится у них
не знаю, за такие деньги, бла-бла-бла. Ну, по большому счету, я как раньше играл. Там, не знаю, у меня 11-й таунхолл, я говорю, с этим, с Clash of Clans. Отдай мне фрагмент ока, это камера мироздания. В моем сердце только одно желание, и ты не получишь фрагмент. Какое же желание? Так, кто-то там присоединился к группе, хорошо. Так, и я так подозреваю, что тусовка здесь лютая, непонятно чья, непонятно кто кого убивает. И я так понял, что до меня кого-то там убили. Ну ладно. У человека с моей тусовки, как я понял, имя довольно забавное. Ну ладно. Главное его не читать. Так, ожидание подтверждения персонаж не хочет подтверждаться, тоже его право. Что-то там горит синим пламенем. Black Shark 5 Pro мощнее, Asus ROG Phone 5 Pro намного по производительности. Когда шестой ROG Phone выходит? Во-первых, шестой ROG Phone уже вышел, и я его уже купил. Вот. Во-вторых, насчет мощи, оно все плюс-минус все равно одинаковое. И Asus при любом раскладе будет дороже, он премиальный, бла-бла-бла. Хотя, подождите, я его купил за 50. Ну да, дороже. И даже это не прошка, а просто шестой. Врата, древо, инфинус. Так, врата, хорошо. Куда-то убежал человек, с которым я бегал, но это не критично. Дальше, когда мне нужен антистресс, я еду в деревню. Там почти нет людей, нет интернета. Ну, опять же, вот знаете, как многие, я максимально урбанист. И леса я видел 20 лет, пока я служил. Там тайга, потом тундра, вот чего-чего, а лес я точно не хочу. Я готов в этих бетонных джунглях жить и не особо расстраиваюсь этому, честно. Может быть, я уже совсем просто-напросто урбанист. Я родился, получается, в городе. Понятно, меня там возили в поселок супер маленький, в котором, не знаю, 2000 человек живет. И жил я с бабушкой там много лет. Но говорить о том, что меня тянет в деревню, нет. Ну, просто-напросто люди разные. Есть люди, которые готовы в бетонных блоках жить и не расстраиваться от того, что нет зелени. Вот я, наверное, из таких, потому что я так родился, и моя психика другого-то, в принципе, особо и не знает. И все. Нет, желательно, чтобы был парк, желательно был, чтобы лес, чтобы можно было с детьми гулять. Но рассуждать о том, что это какая-то там супер-мега печаль, если у меня не получится уехать за город. Я никогда не хотел дачу. То есть у меня у отца была дача. Я ее тихо ненавидел. Вот. Ну, честно. У всех свои подходы. Никогда не тянет за грибами, например. Нет. У меня нет времени. Ну и как бы, да и в принципе, мне жалко времени на это. Не знаю. Я говорю, у всех же разные. По-разному голова у всех работает. Это как, не знаю. Не знаю, с чем сравнивать. Люди разные. Нужно понимать, что люди просто разные. Огород не мое. Так нет, может быть даже не огород, но вот, допустим, летаю я куда-то, даже если в Волгоград, степь, нравится посидеть там, потупить. Но как долго я могу там посидеть, потупить? Честно, недолго. То есть я не могу долго, мне не в радость, наверное, правильно сказать так. Большое количество времени проводить где-то. Так, он что-то пытается, постой, он во мне тянет сквер наружу. Хорошо, нужно ее изгнать. Ты же можешь ее изгнать, конечно, могу. Так, и подождите. Ага, то есть сейчас мы будем вот так изгонять. Сквер, окей. Будем, значит, так изгонять. Какая разница, как изгонять сквер? Можно и так. Темное отражение Хэмлина. Темная лиана теперь. Еще что-то там. Еще какие-то трупаки. Надо здоровье. Надо еще вот эту вот штуку. Так, все, всех победили. Мы молодцы. А меня расслабляет именно одиночество и отсутствие новой информации. Ну, для этого, если есть возможность, можно на какой-нибудь Урал улететь или за границу, если уж на Бали. Говорю, тут все зависит от человека же, что кому. Я, допустим, у меня наоборот стресс, если у меня нет интернета.
вообще. Просто, ну не то что лютый, но мне он нужен. Я без информации не могу. У меня, мне кажется, с большим количеством информации, конечно, тяжело. С малым то же самое. И так, время. Самое главное не пропустить час. И отметить я хочу, что еще раз повторяю, что люди разные, люди мутируют быстрее, чем замечают. То есть то количество информации, которое мы получаем в день, мне кажется, 100 лет назад люди за жизнь не получали. То количество вещей, с которым мы контактируем в день, люди опять же с этим не контактировали никогда. И, ну, это мир меняется. Люди меняются поэтому. Довольно быстро, к слову. Общество меняется. Интернет пропадает, все. Саня, привет, хорошего вечера и вам отличного. Кому не лень, приходите еще и на стрим. Не забывайте на Twitch подписаться. Может быть, нас станет рано или поздно 500 человек. Это прям уже тусовка будет. Вот. И если что-то вам интересно для того, чтобы я стримил, допустим, тот же Apex, пишите, я буду рассматривать это дело. А, Саня, скажите, какие типы у тебя на продаже на Авито? Не скажу. Ну, потому что вы серьезно, вот, ну, подпишитесь на какого-нибудь продавана. Вот, не знаю, переедьте куда-нибудь. Допустим, кто у нас продаван нормальный? Сейчас Андроньюз. Он постоянно продает что-то в телеге. Ну, как я знаю. Вот, я не буду этим заниматься. И если, опять же, вот там вчера мне после стрима Человека 4 написала: Саня, я твой подписчик, ну это гениально, просто гениально, но они забанены. То есть и я не продал девайс, и они думали, я не знаю, герой. Если я говорю, что если вы меня нашли на Авито, если вы пишете, ну если я у вас единственное покупаю, то тогда да, тогда куда мне деться, если мне нужно. Элиот, клевый фильм. А, варенье из чего варить будет? Понятно. Стример как робот номер 5 из старого доброго фильма, как короткое замыкание. Нужна информация. Нет, да при чем здесь стримы? Я вот точно не стример. То, что я провожу стримы, они нужны для обзоров. Опять же, в моем понимании, и мне кажется, это дело работает. Почему? Потому что я сегодня закинул еще просто море ссылок под обзором на Smart Nothing на стримы с этим смартом, потому что все писали, что у всех американских и европейских блогеров у розетки, да все великолепно по тестам. Почему у тебя плохо? Ты там обманываешь. Саня в школьные дни обожал Дьябло, в компьютерных клубах сутками зависал. Первое. У меня был комп с первого класса, и мне не было необходимости зависать в компьютерных клубах. Второе. Я ходил в компьютерные клубы, но чтобы только поиграть в этот контру, и все. Я люблю в лес съездить иногда, зелень пофотографировать. Ну, круть. Мне в новые места нравится летать. Но опять же, летать с какой точки зрения? С той точки зрения, что я 20 лет был невыездным, слетал только в Баку. А в школе, получается, летал довольно часто куда-то. То есть там, ну понятно, не какие-то супер страны, но та же там Болгария. Так, а что, я не понимаю, я что, не стреляю? Нет, стреляю. Там Египет какой-нибудь, Турция, но все равно хоть что-то. А потом, когда у тебя выбор только Сочи или там Волгоград, или а ты живешь в тьму таракане, с семьей лучше во Вьетнам. Опять же, а если кто-то заболеет? Не знаю, все это так, тоже такая, опа. Кто-то, кровавая роза, кровавая роза, это интересно. Так, а как мне не попасть под луч? А, мне хоть как-то придется попадать под луч. Понятно. То есть варианта не попасть под луч нет. Ага, еще и шипы. Зашибись. Мне кажется, что этот банкет может закончиться моей смертью. А дальше там с медициной для туристов хорошо все сделано. Хорошо, буду знать. Рассмотрю данный вариант. А что вот это за чат? Кринж, ахаха. Что там с обзором на Ой, на этот. Да ничего, вроде вышлют. Ну, писали, что вышлют и что ничего, все окей, никаких согласований, бла-бла-бла. Там обычная игруха, утрированно там офисный комп. Ну и, разумеется, после обзора я его отдам. А к чему это все? Ну, к тому, что я все равно с него буду
стримить S12 Ultra. Ну, я не знаю. Скорее всего, может быть, все-таки сделаю сначала прожарку. Думаю. Но не раньше вторника, потому что после смарта нафин надо чуть-чуть отдохнуть. Слегка. Дальше я с рождения живу в Петербурге и вообще не тянет в другие страны. Люди разные. Вот и все. Я до сих пор играю в КС и даже несколько серваков держим. Но это хорошо. Опять же, все эти экшен-игрушки надо нарабатывать самому реакцию, если ты ее не наработал. Так, стоп. Не понял. Он еще живой. Да ладно. Так, окей. Окей. Ну, уже 50 тысяч жизней. Отвлекаться нельзя, потому что сейчас будет сфера здоровья. Опа. Ничего ж себе он меня цепанул. О, он притягивает. Круто-то как. Очень даже интересно. 26 тысяч. Сейчас мы опять сможем подойти к пониженному количеству жизней. И потом он... Ну, такой босс нормально интересный. Многоуровневый, я бы сказал. 20 тысяч. И потом, наверное, опять он что-нибудь скажет. Возрождение, да. Пам-пам. Вот и все. Кровь снова питает меня. Ну, хорошо. Питай. Кровь. Пам-пам. Ей. Предел скверно. А дальше меня больше беспокоит тот блин, который камерой зовется. Ничего, он совсем не зашел. Нет, почему зашел? Я с ним ходить буду. За 23 тысячи рублей, просто за 25 где-нибудь. Великолепный смарт, интересный, потому что можно смотреть, что они будут с ним делать. Ну, мне как блогеру. Вот. Если бы я не был блогером, то, наверное, я бы по-другому к этому всему относился. Не наверное, а по-любому по-другому. Так. Лиена. Графиня возвращается. Так, у нас прошел час. 75%, то есть 25% за первый час. Пам-пам. Так, я чувствую, стрим второй я чуть-чуть позже сделаю. Ну, не критично. Так, 25%. Если второй час будет примерно так же, то норм. То можно дальше не гонять его. В принципе. Я не блогер, но 25 с ним погонял. Даже за 30 бы. Ну, окей. Вас же никто не... Ну, только разница в том, что он стоит 50. Ну, или там за сколько кто. Я 8256 брал за 50. Wings SPB, а работа? Да сделай позже, пока до работы доеду, пока расположусь. Хорошо. Ну, вы не один ждете, как бы. Хотя... А дальше я переехал в область, пожалел с одной стороны, а с другой свежо. А куда в область? Область, она большая, как говорится. Так, типы, много типов. Ага, ничего ж себе штуковина, которая высасывает энергию. Интересно. А там что такое? Свечение. Откуда-то там свечение? Или это просто антураж? Да, это для красоты. Труп демона. Боевой посох. Та-да! Так, ладно. А дальше, что с ней? Все хорошо, могу с кармана работать. Так, как температура смарта? Максимально комфортная, хотя без... Опять же, играю без этих... Без кулера. Сознательно. То есть у меня есть блэкшарковский кулер. У меня есть кулер OnePlus'овский, но тестирую я все без этого. Единственное, пролагивание, не знаю, подлагивания видны. Вот. И, ну, не знаю, насколько это корректно.
Сущность монстров. 4 из 4. Окей. Наверное, задание какое-то. Комически-космическое задание. Во, здесь еще типа... Ульта. Побоище. Наконец-то хоть какое-то побоище. А дальше Сосново, там дача. Я не знаю, видите, я живу в Мурино, и опять же, я понимаю, что это супер эконом, это тоже область, но у меня 5 минут до метро. И мне от этого, конечно, комфортно. Ну, так как у меня нет машины. Плюс все, кто покупают жилье в эконом-классе, забывают, что парковки никто там не обещал в этих муравейниках. И это умиляет, конечно. Когда люди не понимают, что если там человек покупает квартиру, он, значит, может купить, не знаю, машин 8. И если хотя бы, не знаю, каждый 10-й купит себе машину, то парковки просто не будет. Потому что, опять же, эти человейники, они изначально и строились как человейники. То есть у всех такое ощущение, что они такие: я купил бизнес-класс или там премиум. Нет, это места, в которых, конечно, при желании люди бы там лучше бы на крестах каких-нибудь, на Крестовском острове жили, либо еще где-то в подобном месте с хорошим парком, шаговой доступностью всего. Но так, а что это такое? Событие какое-то. Чародейская пыль. Мы какое-то событие даже завершили. А как это нет машин? Мелькало же в обзоре одного из сиартов уже... Еще раз, у меня даже прав нет. Смартов. Это я просто в такси катаюсь. Забавно. Так, умение еще не готово. Кровавая жрица. Глупо ожидать от квартиры в многоэтажке комфорта, как от виллы на море. Ну или от виллы где угодно, правда? Но опять же, частный дом, вот кто у меня не переезжал даже с каких-то бизнес-класса городских, все говорили, что это ультра дешево, ультра дорого. И, ну, если у тебя нет настроения делать все самому, то рано или поздно, в каком бы месте ты ни жил, если тебя локация, от нее ты устанешь. Опять же, все зависит от возраста. Если детей у тебя нет, кататься тебе некуда, то окей. Если тебе надо ежедневно тратить там 2 часа на проезд куда-то, ну это дичь, согласен. Опять же, дичь. Это мое субъективное мнение. То есть, допустим, последний раз я там годик служил в месте, куда надо было 2,5 часа ехать на поезде туда и обратно. Но это моя история, и опять же люди там тусили сутками на этой работе. А к чему это все? Потому что хорошо там, где нас нет. С другой стороны, когда у тебя дом комфортен, семья в комфорте, это хорошо. Если семье нравится частный дом, готовы там, не знаю, убирать территорию, дышать свежим воздухом, вот все эти прелести отдельного существования. Так, Вэш там не хочу. В этой области открылось тайное логово. А это тайное логово? А где оно? Не понял. Ничего не понял. Но очень интересно. Винкс СПБ кольцевая. Так. А я здесь был? Да, я здесь был. А почему я не могу... Почему я здесь выпрыгнул? Ну ладно. Наверное, обратно надо. В темнолесье. Девяткина с Купчагой скрестить, только без синих персонажей. Не, Купчина, говорю, вот эти всякие ветеранов мне еще, честно, меньше нравятся. Хотя я жил на большевиках, как многие скажут, те, кто жили на большевиках и Дыбенко, притом всю, считайте, сознательное подростковое существование. То есть я с 5 класса, в 5 классе я жил на Дыбенко, а после этого я жил, получается, на большевиках до поступления в вуз. Потом, разумеется, Чкаловская, казармы 2 года, потом опять большевиков и так до 5 курса. И потом улетел на крайний север. А дальше уже вы и так все знаете. Так, к чему это все? К тому, что хорошо там, где нас нет, и если какие-то места, особенно в больших городах, человеку не нравятся,
проблем переехать в маленькое место, в маленький город очень редко какие-то возникают. В основном все это довольно просто. Так, ну жизни она не выкинула? Нет. Что за подлость? Убивал, убивал, а жизни нет. Ну ладно. Так. Ага, еще и телепортировались какие-то лучницы. На Егору нет, я не ездил. А дальше убирать территорию от снега класс, от травы так себе. Я не буду шутить по поводу того, что вы, наверное, не служили, потому что если бы вы служили, вы бы сказали наоборот. Когда сделаешь обзор на телевизор TCL, тоже себе заказал только на 32 дюйма. Я не знаю, в ближайшее время. Дайте погонять. То есть, ну, если у меня девайс сразу появляется, я сразу на него делаю обзор, это чуть не то. То есть, чуть-чуть потестю, и потом все будет. Окей? Девушка живет у меня в Горелово, 20 минут до метро, ездил до нее на учебу, на работу. Так, тьма с утра. Да, ну, я не знаю, как в Девяткино с метро с утра, если честно, днем нормально. Вечером вообще, вечером вообще такое мракобесие. Метро Девяткино, опять же Мурино, получается. Вечером людей здесь эгегей. Вот вечером я, бывает, прохожу там. Так, башня какая-то. А я не понимаю, почему мне не показывают, что я должен делать. Где у меня отслеживание? Навигация. Вот, туда, все. Что это вот за чат? Зачем он нужен? Его реально убрать? Ай, меня прям бесит. В настройках реально убрать чат. Джек, кто-то там. Учетная запись, чат. Чат. Область, мир, карта, герои. Каналы чата. Нет, не хочу я смотреть. Так, сейчас меня убьют. Нет, не убьют. Вообще не хочу чат смотреть. Друзья, кодекс. Опа. Сейчас меня еще убили. Надо совсем разобраться, а потом уже, да, чат выгружать. Лютые волки, еще какие-то типы. Во, он убрался. Ей! То есть чата больше нет, отлично. А дальше, как телефон второй. Вы думаете, вариант с 5 пикселем сегодня имеет место быть? Нет, я не думаю. Сам живу на Петроградской, 10 минут от метро. Круть, сколько питерских радостно. Да какая разница, кто в каком городе живет? Просто я говорю, да, локация, но мне больше импонирует, конечно, локация Москвы. Из-за чего? Из-за того, что там транспортная доступность всего и вся, то есть тебе дешевле прыгнуть на самолет куда-то, ты быстрее получаешь какие-то товары, но это профдеформация, прямо скажем. Ну и плюс, я считаю, что все-таки всегда, разумеется, в больших городах, Москва не Россия, наверное, то есть если хочется переехать в другую страну, достаточно переехать в Москву. Вот. Дальше, как нет машины, уже ответил. Эх, вспомним моего варвара. Так, а почему вот эта штука убралась, сейчас опять появилась? Настройки, чат. Как убрать чат? Нажмите, чтобы увеличить размер чата. Рейд, область, групп. Ну ладно. Никак. Никак не убрать его. Это печаль. Вербовка. Друзья. Ладно. Я на Светлановском прожил 18 лет. Мир маленький. Вспоминаю моего варвара из 2000-х. Ностальгия, да. Но в 2000-х не было Диабло на смартфоне. Так, и что? Какие-то лютые медведи. Да. Эти уже медведи лютые. У меня такое ощущение было, что меня убили, прикиньте. Но не убили. Но я так понял, они убили моих этих типов. Ей. Врата странствий. Древо что-то там. Так. Вход куда-то там. Вход в забытую башню. Естественно, не было ПК же. Да я понимаю, это не попытка пошутить.
Это напоминание самому себе, чтобы не реагировал. Так, в 2000-м меня не было. Да, все бывает, так сказать. Что-то кому-то войти. И куда я иду? Ну, куда-то я иду. Я думаю, что, может быть, даже 1,5 часа хватит нам, да? Чтобы его погонять. Красота блекнет. Что как... Ну, сейчас посмотрим, сколько он за полчаса. 25% за первый час ушло. Получается, если за вторые полчаса... За полчаса уйдет 12, где-нибудь 13, то плюс-минус он разряжается около 25% в час при использовании параллельном твича. То есть это все-таки большее поедание ресурса, чем если бы просто так. Шаман, шаман, трупы. Да что ж за печаль такая? Вчера постил ссылку на Диабло, сегодня тоже, наверное, засяду. Спасибо тебе, пожалуйста, за что? За то, что вы видите, как играть в Black Shark 5 Pro. Напоминаю, что обзор, разумеется, будет на него на канале, но чуть позже. Чуть позже. Послезавтра, я думаю, уже можно выгружать это все дело. Мы сегодня побегали. Если что, можно показать, что он не вылетел. И все, кто планирует в Твиче радоваться жизни с ним, смогут это делать благополучным образом. Так. Да. Воины клана крови. В указанной области нет трупов, но это пока. Все у нас впереди, да? Я, кстати, заметил, что Диабло почти никто не стримит. Очень интересная штука. Почему его никто не стримит? Потому что никому не интересен, Саня, сколько махов у него аккумулятор. Давайте все, дождемся до обзора, а потом я уже хорошо в конце покажу вам спеки, перед тем, как мы закончим этот банкет данного устройства, через, допустим, Аиду. Окей? У меня сейчас не обзор. Я не хочу, чтобы люди не смотрели обзор. Я хочу, чтобы это был Twitch как пруф того, ну и проверка параллельная, как девайс один или другой работает. Допустим, плюс, когда девайс не вылетает, я всегда не хочу, чтобы он вылетал, в том, что я потом могу выгрузить с Твича на YouTube вообще без каких-то проблем. То есть я просто нажимаю кнопку выгрузить, и он выгружает. С другой стороны, если он вылетает, то потом нужно все это дело склеивать, и все равно магия теряется. Плюс хуже получается качество самого ролика. Так, вот так вот надо все это дело. Ох ты, ёшки! Ёшки! Надо подождать. Надо очень быстро бегать и очень быстро восстанавливаться с этими типами. Да, это было очень близко. Так, и вот так вот. Здесь нужна концентрация с этими магами. Опа! Она парализует, вот в чем прикол. Band Spirits. Так, и в идеале она должна умереть. Но, да, получилось. Мне вот интересно, вот это дело можно выкладывать все-таки на YouTube? Почему? Потому что что-то меня подсказывает, что кровищ слишком много или нет? Ваше мнение. Диаблу не стримят, ибо облили коричневым задонат. Так а от чего обливать? Вот я играю. Я не совсем понимаю вообще это все дело. В чем негатив-то? Ты берешь и играешь в игру. Хочешь донатишь, не хочешь. И ладно бы здесь нельзя было играть.
Ну, можно. Это же игра. Считай летсплей, выкладывай. Ну да. Нет, в основном это автономность и то, как говорю, еще раз повторяюсь, аппарат довольно серьезно напрягается в этой игрухе. Она непростая. Непростой вариант развития событий для игры. Побоище, 15 трупов. Не успели мы добавить 16-й. Так, вот там какие-то типы. Что-то там, над чем-то там молятся. Над каким-то жерновами. О, ничего ж себе. Посохи твердости. Чего тут только нет. Чего только не придумывают, да? А дальше в том-то и дело, Саня. Что в том-то и дело? Что захейтили в дело? В дело в чем? Зачем захейтили? Красивая игра. Я не знаю, какой день уже играю. На Рок 6 фоне тоже будете в стримах играть? Ну, думаю, да. Если, опять же, я говорю, я посмотрю, как на Твиче это все дело зайдет. Если вы будете приходить, какая-то будет реакция, и людям будет интересно. То есть, давайте объективно. Для чего стримят? Для того, чтобы заинтересовать народ. То есть, если народ интересуется этим делом, то да. Если моя тема, я считаю, все равно заходит. Потому что все-таки, там сколько, неделя прошла, и 400 человек. Нормально. То есть для меня задача стояла вообще себя заставить стримить. И по большому счету у меня это дело получается. Почему? Потому что мне один черт играть в эту штуку. Я вот единственное просто думал, буду ли я параллельно болтать и не будет ли это лишним, потому что снова блогера, вот блогера на Твиче, его должно быть, ну не знаю как должно быть, вот YouTube блогера должно быть поменьше, а я и так ежедневно выгружаю обзоры, и помимо обзоров, я еще, если буду в Твиче, ну, мне кажется, что это как шаговая доступность человека, 24/7. Еще и телеграм-каналы, и скидок, и такой. Ну, опять же, сидим, общаемся. Суббота. Кто где, правильно? Так, а внизу, наверное, это то, как у меня апится опыт, да? Так, а что, мне убили всех скелетов, что ли? Получается, убили всех скелетов, прикиньте. Как-то их быстро стали убивать. Так, и здесь прорисовал, а дальше... 14 метров. 14 метров, и я куда-то там попаду. Опять копейщица. Опять копейщица, опять зарубы. О, гниющий. Пам-пам. Лучше однозначно. Лучше гниющий. Так, что ж за штуки-то? Всякие. Не, вообще угарно. Я говорю, такой антистресс. Диабло я советую всем. Я не знаю, почему не советовать. Вот если ты играл в Диабло в школе, ну, в чем тут хуже? Я не понимаю, в чем хуже. То, что по сети они пытаются людей на деньги развести, да и черт с ними. Я по сети, допустим, не планирую играть. А тем, кто планировал, по-моему, донаты были всегда и везде. Взять тот же, как его, линейку, да чего только не было. Вообще, по-моему, все требует донаты. Может, я где-то ошибаюсь. Если ошибаюсь, можете меня поправить. Но, по-моему, я не ошибаюсь. Донаты были, ну, а смысл? Как-то производители должны окупать средства, которые они потратили на разработку этой игрушки. Им же тоже кушать хочется. Понятно, что если ему хочется очень много кушать, то вам необходимо тратить прям очень много денег. С одной стороны. С другой стороны, давайте объективно. Никто же вас не заставляет. Вот никто. Сколько, я говорю, я уже какой день играю, и никакого доната мне не понадобилось. Или вы хотите что-то такое, что вас прям затягивает на несколько месяцев и бесплатно, по-моему, такого не бывает.
Если мне за 2 года все-таки даже Clash of Clans надоел, который все мои друзья, по-моему, кроме меня, все донатили. И я, честно, первый раз, по-моему, единственное... Нет, я еще в танке задонатил, чтобы при тестах игра была поинтереснее. 5 бонусных сундуков. Так, а за что я 5 бонусных сундуков получил, я не понял. Убейте босса и получите награду. Окей. А где босс? 16, 11, 7, 5, 4. Так, вот это босс. Здесь надо концентрацию. Именно, Саша. Так. Зачем тратить деньги, если оно бесплатно? Да. Да. Вот, понеслась. Графиня. Так, главное под нее не попадать. Главное собраться с мыслями и долго бегать от нее и убивать ее дистанционно. Потому что если под такие штуки ты попадаешь, она тебя делает обездвиженным и все. Так, и вот здесь вот почаще трупы взрывать только. Потому что трупы нормальные дают урон. Какая бы она крутая ни была, трупы это норм урон всегда. Так, и еще один скелетик. Опа. Так, здесь надо пораскидать трупаков. Пораскидать и повзрывать. Опа. Вот надо было убежать быстрее. Какая-то гробница. Понятно, у меня жизни еще 2 получается. 2 это норм. И главное под угол не вставать. Как в ММА, да? К клетке не подходить. Все будет тогда хорошо. Получается сюда. Сюда. Сейчас мы трупов пораскидаем, а потом повзрываем. И все. И жизни уже... Что-то какая-то печаль с жизнями. Там сфера здоровья есть, если что. 25. Половина жизни есть. Так. Сейчас она... Опа. Еще кого-нибудь вызовет. Ага. Раз, два. И понеслась. 15, 13, 12. Главное вовремя свалить. 7. 8. Все. Мы победили. С 5 сундуками. Маркетинг никто не отменял. Тот же самый карточный взять. Ну, наверное, я не знаю. Говорю, я к этому отношусь абсолютно ровно. То есть, зачем донатить, во-первых. Во-вторых, это же игра. Ты вот либо можешь ее пройти, либо не можешь. Правильно? По поводу скинов я вообще этих тем никогда не понимал, в принципе. Так, а почему я... Откройте инвентарь, чтобы увидеть предмет. Какой предмет? Ох ты, ёшки. Это типа у меня столько их много. Так, штаны. Много всего крутого. Лучше, чем у меня было. Все. И пояс. Банкет. А почему не открывается? А, открывается все. Ну, прям бодрячком. Чего у нас? Уже почти 1,5 часа, да? 1,5 часа, и можно будет смотреть оставшийся заряд. Боевой посох. Рандель. Ну, давайте посмотрим, может что-то... Не, ничего серьезного нету. То есть все равно надо идти и разбирать все это дело. И потом продавать. Точнее, разбирать, получается. Ох уж эти скины в КС, да, Dragon Lore 150 и люди платят. Ну, потому что у людей очень много денег. Вернуться в темнолесье, ну да. Или посмотреть на карту, и что я здесь забыл еще. Пробежаться по карте здесь? Не думаю. Бессмысленная затея. Шахматы бесплатно со смартфона. И играешь, когда есть время. Логично.
Я не буду выделываться, я не особо профессионал. Точнее, не особо. Мне кажется, что ребенок с более-менее неплохими навыками, если занимается шахматами, скорее всего, меня обыграет. Если будет внимателен. К сожалению, для меня. Нужно тренировать мозг, да? Так. И теперь опять куда-то бежать. Потому что я, получается, уже никуда его не дену. Потому что, несмотря ни на что и вопреки всему, так, эти типы должны за мной бежать, чтобы я нашел еще какую-нибудь тусовку. И мы могли всех убить разом. Ага, он у меня забирает, да? Их, ладно. Печально. Нет, здесь нельзя так делать. Иначе я останусь просто вообще без убийств. А следующее, не забываем подписываться на Twitch канал, не забываем приходить на стрим канал, где-то через часик я там буду стримить и рассказывать вам о IQO Neo 6 SE, ну и параллельно разыграем соневские наушники, а с соневскими наушниками еще 5 Mi Band 6 серии. Вот. Наладится все, буду 7 серии разыгрывать. Пока не наладилось. Все. Вот. Так. На кой черт отдавать такие суммы? Ну, это их право. Это, ну, допустим, я не понимаю ювелирку, стоимость ее. Кто-то понимает. Ну, понятно, ее можно продать. Но, опять же, это цифра тоже такая же штука. Санины коронные фразы. Какие именно? Прямо заходят. Так, понеслась, волчьи врата. Я не думаю, что я скоро закончу уже по линейке этот, по-моему, продукт длиннее. Здесь прям заданий море. Так, сейчас я распознать. А мне нечего. На 30 уровне только. Вот такая вот беда. А здесь кто такой? Магазин тоже только на 35-м. Тут еще рубиться и рубиться. Даже начала нет, считайте. Так, а зачем здесь весы? Услуги. Ага, это уже развод на денежку. Понятно. Неинтересно. Имел в виду, что контроль любой, если даже 15 секунд, партию каждому оппоненту проигрываю. Да, 65%, то есть получается у нас 10% за полчаса. То есть он замедлился по тратам. Вы ощущаете? То есть первый час 25%, второй час он получается 20%. Но здесь больше подлагиваний и фризов. То есть на второй час прям даже с 30 FPS, ну не то чтобы беда началась, но я прям ощущаю, как здесь не романтично все. Где здесь чувак, который покупает, а вот он, который можно оружие разрушить. Я думаю, что отличная тема прожарки смартфона. Да, это первый раз, когда у меня за полчаса, первое за час ушло больше, чем получается за второй. Так, улучшить не надо. Вот нужно все разрушить. Улучшать пока нечего. Ну и... Как много предметов, да? А, выбрать все. Во. Разобрать. Все. А я тут тыкаюсь. Много слов, но дело тема. Так, сколько нас теперь стало? 425 и... Барабанная дробь. Давайте 429. Ей! То есть потихонечку все равно нас становится больше и больше. Безопасная зона, мастерская Каина. Вы вошли в сюжетное подземелье в одиночку. Я с радостью, да, хочу в одиночку. А зачем мне не в одиночку? Саня, что думаешь про Lenovo Legion? Я думаю, что я не хочу его покупать, потому что я не смогу его никогда продать. Вот, откровенно, и все. А так я смотрел на него, а потом понял, что, в принципе, это не то чтобы выброшенные деньги, но очень близко к этому. Ладно, огромное спасибо всем за то, что пришли. Я обещал человеку зайти и показать в